Всем привет! Вы на канале Белого дома. Пришла пора очередной распаковки. И сегодня у меня два пакета. Решил снимать крупным планом, потому что товар не особо такой крупный. Как бы ближе, четче, подробнее рассмотрите. Значит, в первом пакете, вот этом плоском, наверное, начну с него. Заказывал его 14 июля для коллеги. Чехол на планшет Lenovo Tab S850. Ну, грубо говоря, за $9, а точнее $8.99. Выбор пал именно на данный магазин. Ссылку на товар размещу под видео. Так как здесь предлагали почти вот за эту цену $9 4 в одном. Там должен быть типа кожаный чехол, OTG кабель, пленка на экран, ну и стилус в виде такой шариковой ручки. Кстати, магазин целиком специализируется на электронике, iPad, iPhone, Samsung, аксессуары к ним, ну и прочая такая лабуда. Пакет в Беларусь прибыл воздушной почтой Китая за 2 недели, и это с учетом того, что продавец выслал товар только через 10 дней. Так, значит, этот пакет оценили в $5, весит он 100 грамм. Ну и здесь указан настоящий товар. Кейс для таблетки. Попробую аккуратно его вскрыть. Упакован просто вот в пакет такой. А здесь пупырка. Так, в пакетике больше ничего нету. Так, пупырка. Никогда не держал в руках Lenovo Tab S850. Ну, поэтому я нашел в сети его габаритные размеры. И чисто замерю, подошло, не подошло. Кстати, он какой-то не кожаный, а пластиковый. Так, ну проверяю комплектацию. Есть OTG кабель. Тут микро USB. Вот такой вот стилус. Ну, в данном случае положили такого перламутровый, зеленый, не знаю, какой-то цвет. Так, наличие пленки также подтверждаю. В отдельном пакетике. Да, это пленка, она гибкая. И чехол вот такой вот. Так, какой-то... тут магнитный замок. Вот видите, два магнитика. Здесь металлическая пряжка такая. Ну, типа кожаный, конечно, да. Вот это, по-моему, часть... Да, вот это все пластиковое. Здесь сделано под кожу черного цвета. Отверстие под видеокамеру. USB разъем, скорее всего. Здесь кнопки управления. Здесь также какие-то кнопки. И он может принимать... Ну, короче, как-то может изгибаться и устанавливаться. Может так. А здесь поверхность такая какая-то бархатистая. Вот такой вот не беж, но какой-то такой цвет. Тут, кстати, реально не показывает. Тут серый цвет, но немножко с таким коричневым оттенком. Еще обращаю ваше внимание, что при вот таком вот креплении планшета, когда мы его хотим поставить, вот здесь имеется также магнит, который позволяет вот эту форму поддерживать. То есть можно так вот установить. Ну, еще поближе покажу вам качество. Вот такое, как бы, теснение под кожу с двух сторон.
Вот такая вот бархатка с этой стороны. Никаких косяков, все вроде аккуратненько. Литье отличное. Все проклеено тоже аккуратно, нигде ничего не отошло. Но чехол довольно-таки очень качественный. Так, габариты должны быть у Lenovo Tab S850, 209,8. Так, ну да, тут где-то 21, ширина его 123,8. Да, похоже на него. Ну и глубина или толщина 7,9 мм. Так что будем считать, что все здесь хорошо. Я с удовольствием этот товар передам своему коллеге. Пускай пользуется на здоровье. Вот этот комплект я рекомендую к покупке. Недорогой, качественно сделан, богатая комплектация. Ну, для Lenovo Tab S850. Ну, тут F почему-то еще указано. Короче, качество хорошее, комплектация в норме. И второе. Переходим к следующей. Вот такой коробке. В данной коробке продавец отправил солнцезащитные спортивные очки. Ну, вес указан там 200 грамм. Оценил он их в $5. Да, 200 грамм, $5. Бренд Rock Bros. Поляризационные велосипедные очки. 5 линз, 4 цвета. Ну, это указано на сайте, там 4 цвета представлены. Я заказывал синего цвета под цвет рамы своего велосипеда. Долго гадал, какой цвет выбрать. Заказывал я их 13 июля на сайте AliExpress.com. Кстати, не сказал, что данный чехол я также заказывал на AliExpress. На AliExpress.com фирменном магазине Rock Bros. Sporting Goods. То есть там спортивные аксессуары именно вот этого бренда Rock Bros. Со скидкой приобретал тогда за $9.99. То есть, грубо говоря, $10. Но компания Rock Bros. Имеет свой сайт. Сайт я тоже укажу в описании под видео. И цена этих очков варьируется от $15 и выше, там и $30, где-то так, 35. В настоящий момент, по-моему, их можно приобрести то ли за 20, то ли за 15. Кроме того, эти очки можно приобрести как на AliExpress, так и на eBay и на других торговых китайских площадках. Короче, если вам нужны такие очки, лучше выждать момент, если вы уж решили их приобрести. Ссылку на товар я размещу под видео в описании. Как я уже сказал, имеется несколько цветов оправы. Здесь синяя. Посылка пришла в Беларусь за месяц. И вот трек-номер, вот такой указан, чисто цифровой. Отслуживался со службой Янвен только до момента вылета в Беларусь. Я уже считал, что попал на мошенника. Как-то я сталкивался с одним продавцом, который высылал также этой службой. Товар я не получил до сих пор. Хотя уже прошло, наверное, с полгода. Однако они пришли, но уже, это был здесь, вот уже с белорусским трек-номером. Кстати, пока я буду распаковывать, расскажу, что есть у нас в почтовом отделении пришла молодая работница. И вот у меня какая-то такая получилась, уже отработалась примета. Если я прихожу с одним квиточком за одной посылкой, как правило, у нее я получаю еще несколько посылок. Почему-то вот как в окошко к ней попадаю, все, уже можно рассчитывать, что будет не одна, а несколько посылок. Так, ну упакован хорошо, вот в коробочку такую.
Эти очки предназначены, ну, велосипедные очки. Они предназначены защиты от ветра, гнуса, ультрафиолетового излучения. Немножко я расскажу об истории. До этого, в 2013 году, велоочки с логотипом Дизель, обзор я на них уже сделал на своем канале, ну, наверное, в самом начале, со сменными цветными стеклами. Вот такой вот был боксик, тоже обтянутый пластиковой, обтянутый тканью черного цвета. Здесь имеется вот такой пластиковый карабинчик и на пластиковой молнии. Приобретал я их за $7.35. В комплектации была салфетка. Вот, кстати, мне что нравится, вот эта салфетка черного цвета, она очень большая. Я даже пользуюсь для протирки своих очков от близорукости. Ну, был такой вот еще, как называется, ремешок. Вокруг головы, или чтобы вот на шею, чтобы не падали очки. Было также несколько цветных стекол. Да, 4 стекла. Прозрачные, желтые, синие, радужные и черные надеты на очках. Вот такой есть мешочек с логотипом, с брендом Дизель. Тканевый, на шнурочке. Но, отъездив 3 сезона, кстати, ничего не хочу сказать плохое об этих очках, 3 сезона активных они выдержали. Выполнены так они из софт-тач пластика. Линзы легко так снимаются. Но со временем оправа, места крепления дужек с помощью вот этих шурупчиков или саморезов, она начинала как бы трескаться, ну, как бы разрушаться. Она стала хрупкая, появились трещины. И я думаю, что со временем они, скорее всего, вообще выломаются. Я уже пытался здесь спасти как-то их термоклеем. Ну, как бы вот до сих пор езжу, пока спасает. Они, кстати, с двух сторон. Вот такая беда у них появилась. Ну, короче, время разрушает все. Поэтому пришло время покупать новые очки. И я остановил свой выбор на уже известном бренде среди покупателей сайта AliExpress, eBay и прочих. Вот такой Rock Bros. Бокс, ну, такой вот, также черный, как, правда, несколько крупнее вот этого дизеля. Вот такой чехол здесь, вроде как обрезиненный, да, это из резины сделано. Сам чехол обтянут тканью. Имеется вот такой вот ярлычок. И карабинчик. Он не вращается, а только так вот. Внутри имеется вот такой поролон приклеен здесь на верхней крышке. А внутри бархатная ткань. Здесь также, ну, здесь бархатная ткань, а здесь такие вот под линзы из поролона выполнен такой вкладыш, и он приклеен. Смотрим комплектацию. Карточка тест для проверки линзы на поляризацию. В комплекте должна идти одна поляризационная линза. Вот с таким рыбаком. И с какими-то иероглифами. Так, имеется такая вот салфетка с известным уже Rock Bros этим логотипом. Она тоже, ну, большая. Удобно, что большая. Но она уже такого серо-синего
бежевого цвета. Так, тоже имеется тканевый мешочек на шнурочке. Шнурочки тут два, таких вот большой. Так, здесь у нас в пакетике фирменный ремень-резинка для крепления очков с регулировочными пряжками. Вот здесь есть пряжки такие. Пряжки. Или это фастексы. Даже как фастекс сделаны. Можно отщелкивать. И вот такими защелками. Их используют вместо дужек. Вот этот резинку-ремень. Так, здесь имеется фирменный, в отдельном пакетике, фирменный шнурок для крепления очков вокруг головы или на шее с пластиковыми защелками. Нет, они не пластиковые, они такие силиконовые защелки или как-то цеплялки, крючки такие вот. И имеется еще вот такой вот регулировочный зажим. Ну, да не зажим, просто регулировочная такая штучка, пластмассовая. Так, пластиковая оправа, ну она как полупрозрачная оправа для диоптрий. Да, как я и заказывал. Синяя оправа. О, смотрится как хорошо. Под металлик сделано так. Ну да, да. Кстати, пластик здесь глянцевый. Очень такая упругая резинка, как и на переносице. Кстати, он немножко переносится что-то с перекосом. С перекосом каким-то. Так, и здесь у нас поляризационное вот это вот стекло. Так, кнопочка здесь для снятия дужек. Ну, не знаю, эти очки выглядят подороже, конечно. Так, посмотрим дальнейшую комплектацию. Прозрачное стекло. Кстати, написано, что здесь тоже не поляризационное. Значит, сразу и проверим. Вот мы видим рыбака, но рыбку мы не видим. Значит, это наклейка обманка. Так. Вот немножко как бы такого кофейного цвета или желтого. Здесь мы также не видим никакой рыбки. Посрывать надо эти наклейки. Так, немножко с голубым отливом. И желтые очки. Ой, желтое стекло. Ну, вроде царапин я не вижу, вроде как все очень хорошо. Сейчас они, правда, появятся, пока я тут буду делать обзор. Так, а здесь наклеено, на них что-то наклеено. Рыбка тут появилась. Так или нет? Но здесь такими квадратами большими наклеено, не знаю что. Какая-то защитная пленка. Ну, кстати, уже нашел небольшой недостаток. Вот видите, здесь какой-то пластиковый скос, срез. Плохое литье. Вот переносится вся такая какая-то коцаная. Потом ее уже покрасили, то есть оно при производстве уже такая была, а наверх покрасили вот этой краской под металлик. Кстати, она так вот с переходами. Здесь синяя, потом переходит в черный цвет и опять в синюю. Синий цвет. Здесь резиновые вставочки с дырочками. На самих как бы заушенных этих, не знаю, как они правильно называются. Так, и эта кнопочка работает.
И эта кнопочка работает. Все работает. Можно использовать вот эту вот резинку для места дужек, установив ее вместо них. Так, или можно использовать резиночку. Ой, не резинку, вот этот шнурок, который крепится вот каким-то таким вот образом и зажимается. Стекла меняются, ну, стандартно, точно так же, как и в тех очках. Правда, там два стекла отдельных, здесь они как бы идут в одной конструкции такой. Верьте мне, говорит китаец. И мы ему верим. Ну, очки так довольно легкие, качество нормальное. Ну да, все оно можно отрегулировать. Кстати, они как-то регулируются. Там видно какая-то металлическая есть каркас, позволяющий резиновую вот эту насадку на переносицу регулировать под свою переносицу. На свой нос, короче, одевать. Да, очки очень легкие. Заявлено, что вес с линзой составляет 26 грамм. Что я хочу сказать, покатался я с различными линзами. И наиболее, что мне устроило, наиболее оптимально, мне все-таки понравились поляризационное вот это стекло. Вот эти все линзы, которые поставляются в комплекте, да, они защищают от ультрафиолета. Но поляризационное стекло отличается еще и тем, что оно как бы встречный яркий свет, там, заходящего солнца или фар, оно рассеивает и позволяет видеть. Кстати, рекомендую рыбакам, которые вот смотрят на солнечные блики на волнах, чтобы рассмотреть поплавок. Блин, вот очень помогает. Не прожгете сетчатку, защиты от сетчатки, защита сетчатки от прожога. И даже как-то, что ли, даже изображение как-то качественное, четче. Хотя я вот страдаю близорукостью, но мне в них было комфортно даже без моих диоптрий. Поэтому рекомендую. Кстати, вот поснимал все наклейки, и чтобы их отличить, поляризационная линза несколько тоньше, чем все остальные. И поэтому она в оправе, ну, сидит с небольшой такой, ну, с небольшим люфтом. То есть не плотно сидит, как вот все остальные. Ну, в принципе, держится хорошо. Кстати, мне еще понравился именно вот вариант ношения на вот этой ремне резинки. Практически как в начале поездки я повесил их. Так ни разу за поездку я их не поправлял. Только на лоб можно поднять, спустить. Очень удобно. Вот здесь вот есть такая вот пряжка, рамочка. Легко вот регулируется натяжение. Ремешок прошит довольно-таки очень качественно. Такая вот резинка. И также есть указан бренд Rock Bros. И на самих дужках. На каждой дужке указан вот этот бренд Made in Китай.
Также здесь Rockbros. Ну, какие-то циферки. Странным образом в поляризационных очках просматриваются показания индикатора. Также есть возможность закрепить здесь оправу для диоптрий. Необходимо только заказать стекла под эту вот оправу. Так что товар сегодня пришел качественный. Даже, я сказал, с учетом того, что я сэкономил на очках, недорогой. Все ссылки на эти товары и магазины я помещу в описании под видео. Вы сможете ознакомиться с товарами и приобрести их. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч на моем канале. Всем удачи и незабываемого летнего отдыха.